огромную роль. Поэтому обозначаю сегодняшнюю тему. Сегодня мы будем с вами говорить о отношениях в паре, на что нужно обращать внимание, чтобы у детей не было психологических травм, чтобы мы могли создать хорошие семьи и чтобы все было здорово, потому что нет идеальных семей, все семьи имеют какие-то свои плюсы, какие-то свои минусы, какие-то особенности персональные, и, собственно говоря, от нашей коммуникации, от нашего умения договариваться, знания женской и мужской психологии зависит то, каким образом мы будем общаться между собой, насколько будут качественными, хорошими и доверительными наши отношения в паре, и каким образом будут расти наши дети, потому что это очень сильная ошибка, когда родители думают, что даже имея плохие отношения в паре, мы не будем над ними работать, и дети тут ни при чем, вот просто переключимся на детей, да, и будем воспитывать прекрасных детей, у которых все нормально с психикой. На самом деле, если есть большое количество конфликтов, разногласий, криков, агрессии или просто холодности в паре, это, естественно, влияет на детей, это закладывает неправильную формулу понимания семьи, и потом это все приходит уже к ребенку во взрослой жизни, в его семье, в которую он это перенесет или она. Так, начнем с того, что давайте пишите возраст ваших деток, какого возраста дети, пишите, есть ли у вас партнер или нет, официально, там, с печатью в паспорте или просто в гражданском браке не играет роли. Главное, понимание на тему того, насколько вы сейчас в отношениях. И второй момент, который меня интересует, как вы считаете, у вас правильно простроены отношения в паре, коммуникация, есть ли доверительные отношения, здоровые ли отношения в семье, и, скажем так, ребенок чувствует комфорт дома, либо чувствует стресс от отношений родителей. Потому что очень часто, когда родители приходят к психологу, например, с проблемами ребенка, оказывается, что проблемы на самом-то деле не у ребенка, а ребенок просто зеркалит те проблемы, которые происходят в паре. Так, пока вы пишете возраст деток, также напомню, у нас сегодня с вами должно быть, по идее, 3 источника. Инстаграм, также есть YouTube и есть Facebook. Если будут какие-то вопросы по YouTube, Фейсбуку, надеюсь, администратор будет мне их успевать пересылать. Если у вас есть какие-то вопросы по ходу сегодняшнего эфира, по отношениям, тоже можете задавать эти вопросы, разберемся с ними. И, естественно, начнем мы с того, что все родители должны понимать, что рождение детей – это определенный кризис в семье, в отношениях, и это нормально, да, то есть это нормально для каждой семьи, потому что очень часто родители не знают о том, что, да, вот после рождения детей есть там первые 2 года, когда отношения могут немножечко по-другому видоизменяться, да, они не обязательно должны становиться хуже, если пара правильно коммуницирует, договаривается, может распределить обязанности и задачи, то это пройдет проще. Если в паре до рождения детей были определенные недоговорки, скажем так, непроработанные определенные психологические травмы, с которыми все мы приходим в отношения, да, во взрослом возрасте. Просто у кого-то эти психологические травмы очень тяжелые, и они очень сильно влияют на отношения, начинают создаваться взаимозависимые отношения, нездоровые отношения, при которых это постоянные качели вверх-вниз, и при этом это выброс огромного количества негативных эмоций, которые, естественно, также сказываются и на ребенке. Так, вижу ваши ответики, отлично, спасибо. Но суть в другом. Суть в том, что наша задача научиться правильно коммуницировать между собой, и нельзя эту тему просто откидывать в сторону, да, говоря, что ну вот плохие отношения, зато что-то другое хорошее. Когда мы с вами говорим про воспитание детей, я все время вам говорю о том, что жизнь женщины должна быть в балансе. Я считаю себя мамой в балансе. Мы с мужем вместе более 15 лет, мы 15 лет только официально в браке, уже, получается, 16 лет вместе. Вот, у нас 2 деток, собственно говоря, все этапы развития, да, начиная там с скажем так, с 19 лет плюс мы проходили вместе. Это предполагает кризисы, очень много разных кризисов, кризисы личностного роста, да, кризисы поиска себя, разные кризисы там личностные в паре, кризисы пар, когда они происходят, да, там 1-й год, 3-й год, 7-й год. То есть это нормально, когда мы с вами проходим определенные кризисы. Нету идеальных семей, как я сказала, и в принципе каждая семья, ну где-то в среднем 2-3 раза в месяц, она может где-то спорить больше, конфликтовать, быть больше как бы не на своей
не в том настроении, в котором была изначально, да, вот, но это норма, когда эти конфликты периодически происходят. Главное ссориться правильно, да, и ссориться тоже нужно правильно, так, чтобы у детей потом не было психологических травм, и, естественно, отношения в паре, ваши отношения, особенно если вы женщина, да, то они играют огромную роль на то, какой уровень у вас энергетики, то есть сколько у вас энергии, насколько вы наполнены, насколько вы себя любите, насколько вы там можете излучать дальше это тепло и свет, и все-таки, ну, как это вообще должно все выглядеть дальше для ребенка. Поэтому, ну, первое, то, что мы с вами говорили на этой неделе в рамках эфира по поводу женщины, по поводу самоорганизации, самореализации, естественно, состоит в том, что мы должны начинать с любви к себе, да, то есть мы не ищем партнера себе по жизни, мы ищем себя в этих отношениях, мы ищем то, что нужно конкретно нам, да, мы наполняем себя, мы обучаем себя, мы кайфуем от самих себя, от того, какими мы там становимся, да, там более уверенными, более умными, более там спортивными, и вот эти вот все направления мы набираем, да, и вот женщина, которая горит вот этой идеей, у которой есть все время какая-то активити, деятельность, которой нравится что-то, которая любит свое хобби, неважно, это может быть вышиванием крестиком или что угодно, да, но главное, чтобы вам это все приносило удовольствие. Вот такая женщина всегда излучает позитивные эмоции, она всегда излучает позитивную энергетику, это не значит, что она никогда не бывает злая, да, но там расстроенная, фрустрированная. Все нормальные люди, они могут быть как на пике эмоций, так и на дне эмоций, а тем более женщины, они вот такие вот, да, там вверх-вниз, вверх-вниз. То есть это наша особенность, мы должны ее понимать и учиться с ней правильно справляться. Вот. И когда начинается все с нас, непосредственно с женщин, да, тогда мы можем, чувствуя себя классно, наполнять другого человека рядом, который тоже является отдельной единицей, отдельной системой, которая не должна быть зависима. То есть это две независимые системы. Что, если нет мужа? Да, вот теперь смотрите, да, может быть такая ситуация, что люди делают ошибки. Ошибка при выборе другого человека, партнера, с которым ты находился. Ошибки, они обычно делаются в результате того, что не хватает знаний, не хватает понимания психологии. Да? Например, ошибка может происходить, потому что женщина недостаточно прислушивалась к себе, а что мне нужно на самом деле. То есть хватаем первое попавшееся, не анализируя, а вообще нам по всем критериям подходит этот мужчина или нет. Вообще по жизни, ко всему, что вы делаете, нужно подходить серьезно, если вы хотите качественную, классную жизнь. Да? Если вы, например, там, в поиске партнера, да, или если вы там в поиске того человека, с которым вам было бы комфортно, вы должны четко понимать, чего вы хотите от жизни. Если у вас плохо развит эмоциональный интеллект, если вы задаете себе редко вопросы, чего я хочу, ни мама, ни папа, ни муж, ни социум, ни другие люди, а чего я хочу, что для меня окей, а что для меня не окей. И тут нет готовых решений, потому что все мы разные. Для меня будет нормально вот такой вот формат, да, а для вас другой формат. И как бы тут нужно понимать в первую очередь себя, что мне нужно в данной ситуации, в данной жизни. Если плохо, проблемы с самооценкой, а у женщин очень часто занижена самооценка, это особенность психологии женщин и мужчин, что мужчины, они обычно завышают самооценку, да, то есть они о себе лучшего мнения, скажем так, чем они могут быть на самом деле, а женщины, наоборот, худшего мнения, то есть они занижают самооценку, мужчины завышают, и получается вот такая, скажем так, пропасть, да, при которой женщина позволяет к себе такое отношение, которое не есть нормой. Да, и вот отсюда рождаются созависимые отношения, когда мужчина там может проявлять там какие-то признаки абьюза, да, там каким-то образом на женщину давить и так далее. И если у женщины все хорошо с самооценкой внутренней, проработаны вот эти вот детские проблемы, комплексы, с которыми много приходят людей в отношения с проблемами, комплексами и психологическими травмами, если это все проработано, плюс-минус нормально, да, то дальше она может создать эти отношения нормальные. Да? Если это не проработано, то она постоянно будет себе выбирать в партнеры людей неподходящих, потому что не спрашивает, что я хочу, да? Не ставит себе как бы критерии того, что я ищу, хватается за первое попавшееся, вот, и фактически получается результат, что я выбрала не того человека, который, там, допустим, меня был достоин, или еще какие-то моменты. Вот, поэтому да, ошибки могут быть, помним, что ошибки это нормально, ошибаются все по жизни в каких-то разных направлениях, да, главное выводы делать из этих ошибок и не наступать на те же грабли еще раз. Вот, но в любом случае в поиске своего мужчины вы должны
в первую очередь понимать себя, наполнять себя, быть отдельной личностью, которой классно и так по жизни, да, но человек, который находится рядом с вами, он усиливает вот это вот классно, которым вы сами по себе есть. То есть вот эта попытка найти любовь, она сама по себе неправильная в корне, потому что вы и есть любовь, да, если вы себя любите, то вас будет любить и другой человек. И вот когда мы с вами воспитываем детей, в частности, да, наши дети, они же, ну, как бы они не слушают наши с вами там рассказы, увествования, они смотрят на нас. Они просто смотрят на то, как мы себя ведем. Насколько мама умеет себя любить, быть счастливой, быть наполненной, насколько она быстро справляется с какими-то сложными ситуациями, да, или она впадает в депрессию, ее размазывает на диване, да, в слезах и в соплях, или она говорит, так, окей, хорошо, ошибочка, пошли дальше, да, то есть обязательно в понимании воспитания детей мы должны понимать, что наш пример играет огромную роль. Вы можете сколько угодно сидеть на диване и рассказывать ребенку, что он должен пойти поотжиматься, но он не будет этого делать, и это не будет его привычкой в голове, если вы это не пропишете на уровне нейронных связей. И вот то же самое, на уровне подсознания закладывается определенные паттерны того, как мама и папа ведут себя в семье. И это все переносится у ребенка во взрослую жизнь, в его семью. Да? Есть, конечно, ситуации, когда идет протест, то есть я сделаю наоборот, чем было в моей семье. Такая ситуация возможна, например, когда был очень негативный пример, там, например, там, алкоголизм, наркомания, там, битье там, и так далее. Да? И человек делает выводы, что все, я вот делаю все наоборот, никогда в жизни не будет так, как было вот в моей родительской семье. Но в основном, если нет каких-то экстремальных ситуаций, в основном модель поведения в семье, она становится моделью поведения у ваших детей, да, в семье, в будущей. Поэтому, если хотите, чтобы ваши дети были счастливы, то у вас нет другого выбора, кроме как быть самим счастливыми, да, быть самим наполненными, и не так там, типа, ой, ну ладно, со мной уже все понятно, на мне уже можно поставить крест, я уже там, ну, и миллион приколов всяких аргументов, я там уже не 20-летняя, я не 30-летняя, не 40-летняя, и поехали, миллион аргументов, почему я не могу быть счастливой, да. Счастливым можно быть в любой момент времени, наполненным, счастливым, полноценным. То есть это зависит от вашего внутреннего состояния, но никак не от человека, который находится рядом с вами. То есть вот это вот самое главное. Я и есть любовь, она исходит изнутри. И если человек сам по себе не наполнен, если у него не хватает вот этой вот целостности, нет стержня внутреннего, то он сколько угодно будет пытаться добрать эту любовь извне где-то, да, там и тут давай любовь, и тут давай, и все время будет несчастным. Поэтому, женщины, счастье наше в наших руках. Да? И вот наше счастье в том, когда мы учимся чему-то новому, когда у нас что-то получается, когда мы занимаемся любимым делом, когда мы наполнены от того, что мы любимы, да? Когда мы передаем эту любовь дальше. Вот. Но, опять же, там, тем же девочкам, нашим дочкам, да, мы же должны давать правильную самооценку, здоровую самооценку. Потому что если вы воспитываете свою дочку в стиле терпи, мучайся, да, все мужики козлы, все плохо, ну что получится? Она будет действительно думать, что так оно и есть. Вы лучше время потратьте на то, чтобы дать ей знания психологии мужской, чтобы женщина понимала, что у мужчины по-другому сделаны мозги. Не потому, что он козел, а просто потому, что у нас с вами мозг сформирован по-разному. У нас, у мужчин и у женщин, у каждого своя суперсила. Да? И это не значит, что если мужчина менее эмоционален, то он плохой или он козел сразу же автоматически. Это значит, что у него другой ход мыслей. Если вы хотите, чтобы он вас понимал, вы должны говорить на его языке, а не на своем. Если вы хотите чего-то там от него, ну в частности, да, вот женщины, они больше эмоциональные, они очень часто говорят что-то, чтобы просто пожаловаться, да, чтобы их выслушали, обняли, поцеловали, прижали, сказали, эх ты моя маленькая, все будет хорошо. То есть, когда мы с вами жалуемся на что-то, я устала, мне надоело, дети не слушаются, эти 4 стены, быт, все время что-то мою, крашу, чищу, все не заканчивается. Вы это говорите, говоря мужчине, да, вы жалуетесь, вам хочется, чтобы он вас выслушал. Вы как бы выдаете свою эмоцию, а он должен ее законтейнировать, как мы с вами контейнировали эмоции наших маленьких детей. Мы с вами проходили вот это вот контейнирование эмоций, и это очень важный навык, как для детей, так и для взрослых. Вот, и если ваш мужчина вам говорит, ой, да, ты моя любимая, хорошая, устала, там, все, давай я тебя пожалею, то вам становится легче. Но обычно мужчина вот это все воспринимает как нападение на него, да, как агрессию или как попытку
попросить о помощи, чтобы он решил эту проблему. Он начинает говорить, ну давай вызовем твою маму, ну давай возьмем няню, ну давай сделаем еще что-то. Вы говорите, да нет, ты не понимаешь, я там и то-то, то-то, то. То есть мы как бы даем сигналы, которые другой партнер просто не расшифровывает, потому что общаемся мы неправильно. Если вы хотите, чтобы вам дали там любовь, вы подходите и говорите, слушай, любимая, я так задолбалась, вот сегодня просто был ужасный день. Это не касается тебя, мне нужно выговориться. И вы четко, ясно, с инструкцией говорите мужчине, что вы хотите, да, не додумайся, а ты что, не видишь по моим глазам, какая я сейчас расстроенная, а ты что, не понял по интонации моего голоса? Не сработает, потому что мужчина в среднем только через 9 минут, когда вы замолчали, понимает, что вы на него обиделись, да, то есть он до этого думает, боже мой, как классно, тишина, это какой-то праздник, да, и от меня ничего никто не хочет. То есть мы немножко разные, да, и вот эти вот особенности нужно понимать. Если вы хотите, чтобы вас выслушали, вы приходите и говорите, выслушай меня, пожалуйста, вот здесь погладь, вот здесь поцелуй 10 минут, послушай, вот так махай, помаши головой, да, я почувствую, что ты меня любишь, слышишь, мне станет легче. Но это не должно быть часами, да, то есть вы должны ставить короткий лимит времени, четко то, что вы просите, да, смотрите на состояние другого человека, оцениваете, может он у вас пришел с работы такой задолбанный, что не то, что слушать, он стоять не может, да, и вам надо подождать сегодня, чтобы он завтра вот был уже в более-менее нормальном состоянии, тогда он вас выслушает, а не через колено его ломать прямо сейчас и прямо здесь. То есть вот эти вот моменты мы просто должны учитывать и понимать, и таких моментов очень много на самом деле. По поводу модели поведения в семье, вот для девочек. Так, зараз, з чого починати любов до себе, якщо зовсім нічого не хочеться? З чого починати любов до себе? Почніть прописувати, що ви любили в дитинстві. Напишіть, будь ласка, 10 пунктів, що ви взагалі любите, що вас робить щасливою. Можливо, ви так давно вже не робили те, що ви любите, що ви забули, хто ви, де ви себе загубили. Тому починаємо з внутрішнього голосу. Це те, чому ми з вами розвиваємо емоційний інтелект у дітей. І це обов'язкова штука. Навчити дитину чути себе, свій внутрішній голос, що я люблю. Пропишіть 10 пунктів, що я люблю, і почніть виконувати. Я, наприклад, люблю пити каву, тому я п'ю її багато, тому що в момент випиття кави я відчуваю себе щасливою. Це я так придумала, я так зробила, і я щаслива реально в цей час. Я люблю обнімати дітей, люблю з ними біситися. Я люблю, там, наприклад, виходити кудись там в магазин, заїжджати з чоловіком, ми просто беремо каву, і чим простіше, тим крутіше. Да? Ми там сідаємо десь на вулиці, чи стаємо на вулиці біля машини, і ми п'ємо каву, або там їмо щось. Тобто, у кожного є свої пунктики. Ви маєте розуміти себе. Да? І коли ви починаєте розуміти себе, ви даєте собі те, що ви любите. Вот смотрите, вот еще по поводу наполнения себя. Если человек не держит баланс 4 сфер, он хронически недополучает в своей жизни то, что делает его счастливым. То есть, если у вас смещены эти 4 сферы, да, например, ну, одно это направление семья, дети, дальше самореализация, работа, хобби, там, все, что связано там, со спортом, все, что я люблю, все, что меня радует, и дальше, естественно, это все, что там касается быта и всяких таких моментов. То есть, если у вас нету баланса, если у вас нету там отдыха, развлечений, да, хронически, ну, вы можете вытянуть месяц, вы можете вытянуть год, да, на второй год вы уже будете с дергающимся глазом, вас это все будет уже жутко злить и раздражать. Но через какой-то период времени вы просто сорветесь, и будет называться это «мама сломалась». Мама орет, маме ничего не нужно, мама в депрессии, мама в полной демотивации. Почему это? Вы себя вымотали, вы просто не восполняли хронически свою энергию. И это катастрофически плохо, потому что энергия заканчивается. И вот очень многие люди экономят вообще не на том. Да? Ну вот я часто говорю, там люди говорят, я не покупаю, допустим, там практики, не покупаю спортивные гаджеты детям, потому что у меня там нет денег. Да? Но потом же вы покупаете в 10 раз больше логопедов, тренеров, репетиторов. Или я не беру няню, потому что у меня нет денег. Да? Но потом же вы просто срываетесь настолько, что от этого семья разваливается, и дети ваши приходят с психологическими травмами. То есть экономить нужно на правильных вещах, а самые важные вещи нужно правильно в них вкладывать. Вот в частности, да, вот действительно может быть ситуация, когда нет, допустим, денег на няню, да, тут другой вопрос в том, почему вот эта вот штука закрутилась, да, если у вас нет денег, вы должны учиться для того, чтобы стать круче и взять ту работу или то, что вы любите, и зарабатывать эти деньги, а не просто сидеть на попе ровно и ничего не делать, ничего не менять, и просто говорить, нет денег, да, то есть если что-то в твоей жизни идет не так, действуй.
Выходи на новый уровень, зарабатывай деньги, делай то, что ты хочешь, люби то, что ты хочешь, занимайся тем, что ты хочешь. И так во всех направлениях. Не брать няню, ну окей, у вас есть подруги, возьмите, договоритесь с подругами. Сегодня я своим ребенком, завтра ты своим ребенком. У нас в Люксембурге даже здесь идет пересменка. У нас то одни ведут детей всех, то другие ведут детей всех. То есть вы уменьшаете количество раз, когда вы куда-то бежите. Да, это вот первый момент. Когда у меня дети были маленькие, мы то же самое делали с подругами, мы кооперировались. То есть это важные штуки, которые реально делать. Да? А с самооценкой как мы работаем? Как для ребенка, так и для взрослого. Что такое нормальная самооценка? Когда ты понимаешь, кто ты, чего ты стоишь, какая твоя ценность, что ты умеешь и в чем ты можешь нести пользу этому миру. И вот когда вы все это понимаете о себе, то у вас все прекрасно с самооценкой. Вас очень тяжело сбить с толку, да, вам приходит и говорит, ты дурак или там, ты дура, например, да. А вы понимаете, что это говорят не о вас, а это говорит человек, ну, глобально говоря, о себе, потому что у него все плохо в жизни, да. И это не касается вас. Если у вас хорошая самооценка и нормальный стержень, то вы вообще на это не ведетесь. Вы говорите, окей, я поняла, хорошо, у тебя плохое настроение. То есть глубинно смотрите в причину поведения людей. Я, например, вот там с точки зрения психологии, я очень понимаю, почему люди делают так или по-другому. То есть и вот для того, чтобы у человека была наполненная внутренняя часть, да, он должен наполнять себя тем, что он любит. У него должны быть вещи, которые он в себе понимает. Да, вот когда часто говоришь, вот какие у тебя таланты, я не знаю, да что-то как-то никак, ничего. Так кто твоя, что твоя личность, кто ты есть, да? Какую пользу несешь людям, что ты даешь доброго этому миру, что ты умеешь, в чем твоя изюминка, в чем твоя фишка, в чем твоя особенность, да, потому что у каждого человека есть какая-то своя фишка, особенность и сильная сторона. Поэтому вы должны в первую очередь полюбить себя и понимать, кто вы, что вы и, ну, вообще, какая ваша ценность здесь. С ребенком как мы прорабатываем это? Мы рассказываем ему его достижения. Вот здесь ты там рисуешь красиво, здесь ты на роликах катаешься, здесь у тебя там получилось классно там немецкий учить, а здесь еще что-то, а здесь ты добрый или добрый, а здесь ты заботливый. То есть и вот это вот выстраивание стеночки уверенности. Кто на практике на старшем или на младшем курсе, ставьте плюсики, потому что вы 100%, наверное, смотрели уже материал по поводу простраивания вот этой вот стеночки уверенности, как мы это делаем. То есть хорошая самооценка ребенка, она закладывается в детстве. Если у ребенка плохое развитие физическое, интеллектуальное, эмоциональное, то какая может быть самооценка? Низкая. Почему-то, потому что ребенок, ну, не может, не получается, он в себя не верит, у него там не выходит, здесь не выходит. Как он может о себе думать в этом мире? Никак. Вот я там что-то у меня вообще не получится, я не могу делать ни того, ни сего. Соответственно, когда мы с вами простраиваем эти все моменты, мы даем ребенку понять, что ты умеешь и кто ты есть. А еще одна важная штука в самооценке, да, вот вообще в том, как девочка, например, растет, это отношение папы к девочке. То есть это о том, каким образом папа выстраивал самооценку ребенка, да, вот как он к ней относился, с уважением или нет, мог ли он там шлепнуть или накричать или нет, мог ли сказать, что ты там кривая, косая, лохматая, там неумытая, или он мог это сказать как-то более культурно, давай я тебя расчешу, например, да, или еще как-то. То есть если папа уважительно относится к девочке, то она в жизни, скорее всего, будет искать такого же мужчину, который точно так же уважительно относится к ней, да, и понимает ее самоценность. Она не допустит возле себя, например, абьюзера, который может ее обижать, или который может проявлять агрессию, который может понижать ее самооценку. То есть вот эти вот вещи, они имеют корни из нашего детства. Я не говорю, что там, если было плохое отношение в детстве папа-дочка, то все, на это можно крест поставить. Нет, это просто для вас знак того, что это еще дополнительная штука, которую вам нужно осознанно проработать, да, и простроить вот эту вот стеночку отношения к себе. Потому что очень часто женщины просто постоянно бьются лбом об одну и ту же проблему, да, и как бы не делают выводов, и в итоге, ну, как бы не могут найти то, чего они хотят, не могут создать ту семью и те отношения, которые им нравятся. То есть здесь нужно немножечко учиться думать женщине как мужчине, да, мужчине как женщине. То есть вот эти вот моменты важны. И да, в паре вы не должны во всем идти на компромисс. Вы должны иметь свое мнение. И в вещах, которые вам важны, да, вы их отстаиваете, эти вещи, которые вам не важны или менее важны, уступайте партнеру. То есть вот это вот и есть компромисс, коммуникация, договоренности.
Добрый день, дочке 1 год, с февраля папа от нас далеко. Как правильно дистанционно выстраивать коммуникацию отец-дочь? Скажите, пожалуйста. Да, это проблема, к сожалению, всех, кто вынужден был выехать из Украины во время войны. У меня точно такая же история. У меня оба ребенка здесь, мой муж находится в Украине. И, ну, если я хотя бы как-то езжу в Украину, например, в какие-то периоды, то детей мы принимаем решение на данный момент не привозить в Украину. Соответственно, оба ребенка без коммуникации с папой в живом формате. То есть у них коммуникация идет только в онлайне. А с ребенком в год это сделать намного сложнее, потому что ребенок фактически еще не понимает, да, что вот этот вот маленький квадратик и экранчик в телефоне – это мой папа. То есть ребенку не хватает, опять-таки, этой же коммуникации, но в любом случае эти отношения поддерживать нужно, то есть нужно общаться с папой по вайберу, по скайпу, нужно рассказывать про папу, нужно там показывать какие-то фотографии, где мы были вместе, что мы делали и так далее. Вот. И самое главное правило, да, вот если, например, так получается, что вы в разводе, нет папы рядом, папа не занимается ребенком, что мы делаем? Мы делаем замену любым значимым взрослым мужчиной. То есть, что это значит? Это значит, что ребенок, он в любом случае должен списывать модель поведения как женщины, так и мужчины. Женщина не в состоянии воспитать сама мужчину. Да? Для того, чтобы воспитать мужчину, должен быть мужчина. Но это должен быть любой значимый мужчина. Это может быть дедушка, дядя, брат, это может быть тренер спортивный, который потом подключается. То есть в данной ситуации, если вы видите, что у вас в каком-то промежутке времени рядом нету мужчины, да, либо там по какой-то причине вы в разводе, да, вы просто добавляете коммуникацию с теми мужчинами, которые у вас есть в доступе, которых вы считаете хорошим примером мужского поведения. То есть вот эти вот моменты мы просто помним. То есть у меня, например, там в данной ситуации идет замена коммуникации с дедушкой, да, который дает тоже детям модель поведения мужчины. Да, и вот пока, например, дети на расстоянии находятся с папой, то дедушка, который находится на данном этапе рядом, он заменяет коммуникацию и пример. Да. Папа поддерживает отношения сейчас в коммуникации. Ну, у меня уже более взрослые дети, они уже понимают, что где, да, где папа, как с ним общаться. То есть тут я проявляю инициативу, и муж проявляет инициативу. То есть ребенок сам по себе, он не может там взять и систематично звонить папе, да, поэтому это наша с вами задача организовать коммуникацию между папой и ребенком. Те, кто все сейчас за границей, папы далеко, вы должны назначить время, в котором часу вы созваниваетесь с папой. И это должно быть не просто там, ну, сегодня зазвонили, завтра забыли, послезавтра уже все. Знаете, вот как обычно люди, они не могут доводить до конца запланированные вещи, да, например, там, на тренировке. На тренировки систематично хожу я, да, потому что, опять же, я себе поставила эту цель, и это тренировка моей силы воли в первую очередь, да, на спорт. Вот, а люди делают одну тренировку, вторую, третью, пятую, все, дальше они уже сдуваются, да. И вот в данной ситуации вы должны понимать, что коммуникация, вообще нетворкинг, построение отношений требует вашей инициативы. То есть для того, чтобы эти отношения создавать, должна быть инициатива как минимум с вашей стороны, пока дети не могут взять на себя эту ответственность на все 100%. Поэтому у нас, например, каждый день в 8:15 созвон, да, то есть, что бы ни происходило, где бы мы ни были, там, ну вот, у нас идет созвон, папа звонит детям, они обмениваются информацией для того, чтобы оставаться на связи, чтобы была коммуникация, да, что у тебя произошло, а что у меня, а какие были новости, а что ты чувствовал, а какой был день. Почему мы поставили время вечернее? Ну, потому что утром дети спешат в школу, а вечером, если вы были на старшем или на младшем курсе, у вас есть модули сон, да, вот там мы разговариваем с вами по поводу ритуалов сна, как ребенка укладывать, чтобы он за 15 минут у вас отходил ко сну, чтобы это было спокойно, красиво, без вашей нервотрепки, да, и там у нас с вами есть также информация, почему мантра нужна, почему самонастрой вечерний нужен, почему самонастрой на позитивный лад мы все время проговариваем детям, потому что от этого формируется их самооценка, их психологическая стабильность. И вот там же я вам рассказывала, что 15 минут до сна, вот эти вот там 15-30 минут до сна, они самые такие открытые, да, ребенок максимально открыт, он вам расскажет все, что он вам не рассказал после садика или после школы, кто его ударил, кто с кем дружит, кто с кем, у кого с кем любовь, кто там забрал что-то у кого-то. И вот это вот то время, когда просто слушаете, если вы хотите эмоциональную связь с ребенком, если вы хотите, чтобы он вас слышал, слушался, договаривался, вы обязательно должны создавать с ним эмоциональную связь, слышать, слушать,
когда вы слушаете, вы даете ему понять, что он самый важный человек на планете, ваш ребенок. Да, и вот ты важен, и все мои там вопросы, дела, переживания сейчас не так важны, как ты. И вы даете самоценность этому человеку. Я важен, мои слова важны, мои мысли важны, мои эмоции важны. То есть я не просто какая-то букашка, которая никому в этом мире не нужна, я ни на что не влияю, и вообще как бы смирись и мучайся, да, а я конкретный человек, который важен, который нужен, у меня хорошая самооценка, я достоин любви, я достоин того, чтобы меня выслушали. И это об уважении к вашему ребенку. Если оно есть, то прекрасно, а ваш ребенок будет расти и воспитываться здоровым человеком. Вот. И вот как раз в эти 15 минут до сна у нас всегда созвон с мужем. И как минимум короткий разговор, если кто-то из нас там занят, или дети должны быстрее идти спать, либо более длинный, либо иногда даже Никита, например, читает папе Гарри Поттера по онлайну, то есть папа сидит там делает какие-то дела тоже, там может чай пить, может просто там что-то делать, да, и слушает, как читает ребенок Гарри Поттера, потому что вместе они создают таким образом эмоциональную связь. Поэтому да, сейчас у украинцев временно, да, тяжелый период времени, но с другой стороны это шанс переоценить ценности, которые у вас есть, да, вот очень много семей там раньше ссорилось, теперь понимают, что они, оказывается, были идеально счастливы до войны, да, раньше там были какие-то конфликты, а теперь, оказывается, можно было бы эти конфликты и решать. То есть, что главное мы должны понимать, когда у нас идет коммуникация в паре ребенок, говорю, родитель-родитель, мы с вами все время говорим и повторяем, да, что коммуникация должна быть спокойной. Если вы ссоритесь, да, это нормально, если вы где-то спорите, да, но вы должны делать это спокойно, да, то есть это не значит, что нужно там доводить состояние до того, что вы орете, бьете посуду, ребенок бедный забивается в угол, у него просто полная паника, делаете какие-то неадекватные вещи, потому что он же потом выдаст вам это и в отношении по отношению к вам, и в своей семье по отношению к своей жене, либо к своему мужу. Поэтому будьте хорошим примером, ссорьтесь спокойней, и желательно без детей. То есть идеально, если вы в состоянии решать вопросы, когда ребенка уложили, отдали бабушке, оставили дома с бабушкой, ушли в парк, вот где-то без детей. Потому что в такой ситуации ваши дети не являются участниками этого всего процесса. И вам кажется, что они маленькие, они глупенькие, ничего не понимают. Они все понимают. Маленькие груднички, они считывают маму на уровне эмоций, на уровне вот этой вот вашей энергетики. Если вы нервничаете, если вы себя плохо чувствуете, если вы ссоритесь с мужем, если у вас есть какие-то внутренние переживания, то ваш ребенок вас читает автоматически. Да? Вам даже разговаривать не надо по вашему депрессивному состоянию, в которое вы впадаете. Вот, поэтому 2-3 раза, пожалуйста, ссорьтесь в месяц, делать это без детей, желательно, когда они либо спят, либо не рядом, и ссорьтесь конструктивно. Что такое ссориться конструктивно? Вот определитесь, чего вы хотите. Первый вариант. Вы хотите выговориться, тогда скажите, знаешь, дорогой, мне хочется выговориться, я попрошу тебя 10 минут послушать, я буду говорить я-сообщениями. Да? Кто знает, что такое я-сообщение, плюсик, кто не знает, минусик. Опять же, повторюсь, есть отдельный курс 4 сферы гармоничной жизни. У вас есть 4 направления: отношения, саморазвитие, самореализация, там, ваши хобби, спорт и все, что касается отдыха, быт, да, и внутренняя гармония, вот здесь вот отдых и внутренняя гармония, и быт. Вот там больше инструментов по поводу коммуникации, общения, вообще, ну, между партнерами в паре. Вот сейчас просто приведу вам простой пример, что такое я-сообщение. Если вы приходите и говорите: ты козел, ты плохой, ты мне не помогаешь, ты все делаешь наоборот, у тебя все не так, у тебя руки неоткуда растут. Вот как вы думаете, что вы получите в обратку? Умноженная в 10 раз агрессия, которую вы дали этому человеку. Если вы хотите от человека чего? Чтобы он вас понял. Вы говорите: слушай, мне тяжело в 4 стенах, я устала, я сообщение, да? Я бы хотела получать больше помощи. Не ты козел, а я бы хотела получать больше помощи. Я бы хотела, чтобы у меня было мое персональное время, а не: блин, ты все время занят, почему ты не гуляешь с детьми, а я гуляю. Да, то есть, когда вы говорите, старайтесь это говорить не с точки зрения, что ты плохой, да, а с точки зрения, что я устала, что я не хочу так, что я хотела бы, чтобы было по-другому, что я, да, то есть не ты плохой, а я такое чувствую. Когда вы говорите, что я это чувствую, то это уже не оскорбление в сторону человека, да, который перед вами находится. И он же по-другому это воспринимает. И он уже более позитивно настроен на тот факт, да, что вам нужна помощь. То есть, когда вы приходите с позиции «помоги мне», она всегда работает лучше, чем «ты козел». Да, потому что, когда вы приходите с позиции обвинения, то вы в ответ получите защиту. А когда вы приходите с позиции «мне нужна твоя помощь», то вы получите то, что вы просите. И дальше следующие факторы. Да, вот многие говорят: я ему сказала, не работает.
Вот представьте себе, там, например, вы там в паре, не знаю, 6 месяцев, 2 года, 5 лет, 10 лет вы вместе живете, да, и вот на протяжении этого времени вы приучали друг друга к определенным реакциям, к определенным действиям, много месяцев. И тут вы приходите и хотите за один раз что-то поменять. Это дальше вот ваша коммуникация зависит от того, насколько сильно ваш партнер и вы обросли вот этой чешуей на себе, обида, непонимание, обида, не услышал, не понял, да, и вот вы в этой броне. И если этой брони слишком много, она толстая, да, то вам придется долго ее растапливать. Некоторые пары и полгода могут растапливать, потому что я делаю шаги, а он не верит и не верит, что я вот меняю как-то свои форматы. То есть, конечно, идеально договориться, сказать, что, дорогой, там, знаешь, вот да, до этого мы были в какой-то такой коммуникации, я понимаю, что мне некомфортно, тебе некомфортно, давай попробуем поменять. Вот я буду пробовать делать такие-то, такие-то действия, да, если можешь, поддержи меня, пожалуйста, потому что мне тоже страшно, мне тоже неудобно себя менять, ломать, делать шаг через себя, пытаться как-то договориться, да, но у нас есть какие-то общие цели, общие видения, мы ценим друг друга, у нас с тобой замечательные дети, да, поэтому давай пробовать договариваться. И вот тут, когда начинается коммуникация эффективная, в зависимости от того, насколько много либо мало психологических травм у каждого из партнеров, и насколько хорошая внутренняя мотивация поменять эту ситуацию, вот тут вот уже начинаются метаморфозы и определенные изменения. Эффективная коммуникация – это когда вы не просто валите все вопросы в одну кучу, да, и там ты мне не помогаешь, и ты меня не поздравил с 8 марта год назад, и мою маму ты не поздравил с днем рождения 15 лет назад и так далее. То есть, когда вы валите все, вот женщина склонна к тому, чтобы вспоминать все грехи прошлые, да, которые там, вот она, вроде как он уже извинился, да, но при этом оно у вас еще там где-то за вами тянется. А мужчина не догоняет, почему все эти грехи там начинают вспоминаться, откуда оно все лезет, я же уже вроде сказала, и он это начинает злить, и по сути вы уже не получаете конструктивной коммуникации с этим человеком. Поэтому, когда вы поднимаете вопрос, определите, чего вы хотите. Или вы хотите, чтобы вас выслушали, пожалели, пообнимали. Четко говорим инструкцию, да, что вот есть такая штука, мне там вот это нужно, подумай, пожалуйста, можешь ли ты мне это дать. И пауза. Да, то есть не нужно додавить сейчас, зажать, заломать и выдавить из него то, что вы хотите. Дайте паузу, потому что ему нужно время обработать это. Очень часто мужчина вечером не хочет решать какие-либо вопросы, потому что он вечером более уязвим эмоционально. Когда вы пытаетесь его додавить здесь и сейчас, да, и начинаете скандалы, истерики, ну, так вот, убитый вечер, зареванная женщина, да, там, злой мужчина, и в итоге это не дает никакого результата. Лучше ставьте идею, да, утром обработает, придет, вам выдаст реакцию или там через какое-то время. А сами пойдите займитесь чем-то интересным. Не знаю, пирог спеките, там, не знаю, на фитнес бегайте, что-то сделаете, да. То есть вот это вот главное правило. Мое правило 5 минут. Никогда не расстраивайся больше 5 минут. Если тебя что-то печалит, да, если это какая-то ерунда, да, вот я не могу сказать, такой же подход, да, вот он поменялся с приходом войны. Но война – это совершенно другой масштаб. Ты не можешь за 5 минут забыть тот факт, что убивают огромное количество мирных людей. Ты не можешь за 5 минут из этого уйти, ты уходишь в определенный формат депрессии, подавленного состояния. Тут другая история. Мы не говорим с вами сейчас про войну, мы говорим с вами про мелочи жизни, все, что кроме убийств и кроме войны, да. Из всех остальных вопросов ты, в принципе, можешь выйти за 5 минут, да. Если это там не касается чего-то, что касается жизни, здоровья, либо безопасности людей. Так вот, если тебя что-то расстраивает, не додает он где-то тебе внимания или еще чего-то, ну, закинула идею, сказала я сообщение, что мне хотелось бы получать больше внимания, вот, и так далее. И, собственно говоря, дальше пошла заниматься своими делами. Все. Потому что если вы пойдете сейчас страдать, то вы будете страдать весь вечер, все утро, вы будете реветь, у вас будет все размазанное настроение, ваши дети будут в стрессе, в ужасе от того, что сейчас происходит между мамой и папой. Это никому не нужно. Поэтому дайте ему паузу, дайте подождать, переварить, а сами пойдите займитесь чем-то, что вас будет отвлекать. И вот это вот правило, оно работает, да, к этому нужно приучаться, потому что, ну, вот так вот с бухты-барахты оно не приходит, вот все, я там за 5 минут, это надо тренировать. И своих детей я тоже тренирую выводить себя самостоятельно из любых жизненных огорчений, да, потому что, ну, не всегда буду я рядом, которая скажет, эй, давай, побежали, все нормально, вот, но логический вопрос, что произошло? Это критично для жизни, здоровья, безопасности? Нет. Есть ли смысл переживать? И что будет самое плохое, если там твои переживания исполнятся, да? Ну, например, стоишь ты в пробке, такой, ой, стоишь, нервничаешь.
задаешь себе вопрос, что самое страшное будет, если ты опоздаешь? Опоздаешь на 5 минут на какую-то важную встречу, либо там просто на 5 минут позже куда-то придешь. Это страшно, это жизненно страшно? Нет, все, выкинули эту мысль. Это называется ментальные ловушки. Я вам проводила отдельный эфир по поводу ментальных ловушек, и он у вас есть тоже в курсе 4 сферы гармоничной жизни женщины. То есть вот это вот одна штука, да, которую мы с вами проговорили, что закинули идею и отошли. Еще одна прикольная тема, вот тоже, которую я хочу вам озвучить. Когда-то тоже я была на общении с одним психологом, и она выдала мне такую смешную фразу. Она говорит, что дети и мужчины, они как собаки. Я говорю, в смысле как собаки? Что за оскорбление? Что вы такое говорите вообще? Как это дети и мужчины как собаки? Что это такое? Вы прям такое оскорбительное. Я помню, тогда так задела эта тема, думаю, что за сравнение странное. Она говорит, стой, подожди, сейчас объясню. Говорит, смотри, если ты даешь собаке непонятную команду, не бегай. Она на тебя смотрит и вообще не понимает, что ты от нее хочешь. Не бегай, а что мне делать? Сесть, лечь, упасть, попрыгать или что мне сделать? Вот когда вы кричите ребенку «не бегай», да, это ни о чем. Он вас не понимает, он дальше бегает, потому что он не понимает вашу команду, что вы хотите. Это неэффективное общение. Когда вы говорите мужу, что я хочу чего-то, а сама чего непонятно, то ли семечек, то ли замуж, да, то есть непонятно. Мужчина не понимает, ему нужна четкая прямая инструкция в лоб. Пожалуйста, поддержи меня, да, или я сейчас устала, мне нужно 5 минут, чтобы ты меня выслушал, помоги, пожалуйста, да, или еще какие-то моменты. То есть вот это четко, ясно и понятно, а не я обиделась, а ты подумай, почему я обиделась, а ты не знаешь, а ты подумай, какой ты несообразительный. То есть вот эти вот моменты играют огромную роль. Четко, ясно и понятно, да, чего вы хотите. Следующий момент. Не валите все вопросы в одну кучу. То есть, если вы хотите что-то решить, вы даете от 1 до 3 вопросов мужчине за один вечер. Желательно 1. Тогда вы получите ответ. Если вы начинаете много вопросов одновременно, ты не помыл посуду, поздно пришел, не поздравил маму 15 лет назад, и вообще ты весь такой, и почему ты не то, все, он поплыл. Он на 3-м вопросе уже все сдулся. Он вас не слышит, у него предохранитель сработал, и он не слышит вас, потому что нельзя столько разговаривать. Он просто не воспринимает такое количество информации. И очень часто, да, вот женщина, говоря что-то, она не может тезисно объяснить, чего она хочет. Ну, тезисно, да, вот там вы устали от чего-то, вам надоел быт. Слушай, дорогой, я бы хотела, чтобы у меня было раз в неделю выход на тренировку, потому что мне вот там то-то не нравится, да, я устаю. А если женщина сама не понимает, чего она хочет от этой жизни, то она не может сформулировать мужу, чего ты хочешь. И получается, она ни себе помочь не может, ни он ей тоже помочь не может. Это как с ребенком, когда ты мычишь и ничего не можешь сказать, ребенок, вот он там пальцем показывает, тыкает и психует, и падает, и злится. Тебя не понять, скажи словами, что ты хочешь, четко, ясно и понятно, и тогда я тебя пойму. То есть видите, какая параллель между взрослыми отношениями и детскими отношениями, вообще поведением взрослых и детей. То есть если вы чего-то хотите, пойдите сами, возьмите бумагу, напишите, я сейчас чего-то очень злая, и у меня тревога. Почему? Например, я там забыла отправить ребенку, не знаю, какую-то тетрадку в школу, да, я не выспалась, или я боюсь, что я не успею сделать какую-то рабочую задачу. То есть честно себе признайтесь, не просто выносите мозг своему мужчине, а признайтесь себе честно, что меня бесит. Да? И очень часто это не муж и не ребенок, которые всегда попадают под раздачу. И вот в данной ситуации эмоциональный интеллект, персонально ваш, играет очень важную роль. Почему мы, например, с вами и в младшем курсе, и в старшем курсе проекта «Все дети гении» разбираем все в комплексе. Да? То есть мы не просто физически занимаемся с ребенком и изучаем психологию, мы развиваем ребенка эмоционально, чтобы он понимал, чего я хочу от себя, от этой жизни, что меня радует, что меня злит. Да? То есть это хорошо развитый эмоциональный интеллект, который качественно влияет на то, как он будет дальше жить. Да? То есть если я не могу себе ответить, чего я злюсь, то я пойду срываться на ком-то другом. Да? И, соответственно, вот это вот непонимание, что меня там раздражает, оно очень сильно выматывает. И вам обязательно нужно в комплексе давать ребенку это понимание. И если у вас есть проблемы с эмоциональным интеллектом, и вы не понимаете, чего вы хотите, вы не можете утром проснуться и сказать, а что меня бесит, да? То есть почему я такая злая, да? То, опять же, проработка эмоционального интеллекта. Вот напишите, мне интересно, насколько вы считаете, насколько у вас хороший эмоциональный интеллект. Так, я пока почитаю ваши вопросы. Дочке 10 лет, и она закрывается от меня, не рассказывает про свои дела, хотя всегда спрашиваю, как прошло день, что новенького, и такой переходной возраст или уже проблемы в отношениях. Ну, это определенный признак того, что у вас нет эмоциональной связи с вашим ребенком, это раз.
Второй момент, возможно, если она вам рассказывала правду, вы ее очень сильно ругали. Это два. Это причина, по которой ребенок может закрываться. Ребенок вам, рассказал правду, мама, ты что такое придумала, я тебе сейчас ай-яй-яй. То есть ребенок очень быстро понимает, что в целях безопасности своей, в целях сохранения нервов мамы и своей безопасности я просто лучше ничего не буду рассказывать. То есть это вот такая вот штука. Если вы критичны и вы оцениваете и критикуете ребенка, он не будет тоже вам этого рассказывать. Она рассказала вам, а вы посмеялись, например, там, над ее проблемами. Или она вам рассказала, вы говорите, ай, да ты что, да я тебя, да в следующий раз, да наругаю, нашлепаю. То есть, понимаете, когда у вас нет эмоциональной связи, когда ребенок вас боится, когда нет вот этого эффекта дружбы, да, то ребенок вам не будет это говорить. Поэтому вам обязательно к просмотру 2 модуля. Психология и поведение, это первое. Они могут просто, вот отдельно вы можете присоединяться к этим модулям, потому что нейрофизиология в 10 лет уже не актуальна, да, то есть все, что касается формирования мозга и тела, оно происходило до 6 лет. А вот психология и эмоциональная связь, 1001 способ, как укрепить эту эмоциональную связь, у вас тоже это есть все в практике, вот это важно. Так, идем дальше. Ой, прокрутила вопрос. Пожалуйста, подскажите, 1,5 года говорит на кашу К, на платье Па. Это уже есть Нет, это ребенок учится у вас говорить, это прекрасно. Не будет у вас ребенок говорить платье в 1,5 года. Говорит пла, отлично, молодец, хвалите обязательно. У ребенка таких вот слов должно быть в год 10-15. 1,5 года ребенок составляет уже предложение. Ну, у вас есть зазор от 1,5 до 2 лет. Да? Вот в этом промежутке времени ребенок начинает составлять предложение и говорить там, я хочу кушать, пойдем гулять и так далее. Отличный метод, спасибо. Не пойму, какой метод. С задержкой кручу ваши вопросы. Когда родилась дочь, было очень тяжело, я не понимала ни себя, ни вообще ничего, потому что у женщины происходят гормональные выбросы, могут быть депрессии, у некоторых женщин есть послеродовые депрессии. Вот запомните, если это серьезная, настоящая медицинская послеродовая депрессия, сами вы с ней не справитесь. Это не просто там пойди, улыбнись и там в хорошем настроении поскочи дальше развивать ребенка. Это серьезная психологическая проблема, да, это физическая проблема, с гормонами связана, поэтому тут вы обращаетесь обязательно за помощью. Да, есть такой момент. Второй момент – это кризис. Кризис отношений первые 2 года, когда рождается ребенок. На самом деле кризис каждый раз, когда рождается новый ребенок. И кризис может длиться до 2-летнего возраста. До 2 лет это считается нормой. То есть если в паре, пока ребенок не дорос до 2 лет, есть определенная напряженка, то это является в рамках нормы. Но все равно нельзя забывать про потребности друг друга. То есть если вы на этапе вот этого кризиса вообще полностью забываете про потребности друг друга, то будет раскол семьи, могут быть разводы, могут быть измены, что угодно может быть. То есть тут важная задача не забывать про потребности другого партнера. Да? И с одной стороны, например, допустим, сразу же женщина, после родов у нее нет желания заниматься сексом, у нее восстанавливается организм, у нее возобновляется либидо и все остальное. Но если спустя какое-то количество месяцев, да, вы не уделяете этому внимания, то ваш партнер недополучает любовь с точки зрения его. То есть он воспринимает любовь через тело, да, и потом уже только он эмоционально вас чувствует. А вы наоборот, сначала вам надо эмоционально почувствовать, а потом вы захотите почувствовать через тело. То есть вот тут тоже разный подход с разных сторон. Соответственно, вам просто нужно учитывать интерес партнера, да, а он должен учитывать интерес ваш. То есть вот тут вот должен быть такой гармоничный баланс. Нет, никто никому ничего не должен. Но если вы хотите создавать хорошие, нормальные отношения, прислушивайтесь к тому, что важно другому. То есть вот эти вот моменты, крайне-крайне важны. Вот. И кризис триада – это 3-й этап развития семьи, 3-я стадия, когда рождается ребенок. Почему это сложный период? Да потому что элементарно вам надо договориться, кто встает к ребенку, кто что делает, перераспределить роли. У мужчины появляется новое переживание, как это все оплатить, как эти все потребности сделать. У вас куча быта. То есть причин чувствовать себя дискомфортно много, но если семья функциональная была до рождения ребенка, она с этим справится. Если семья была до рождения ребенка уже дисфункциональная, то она развалится. То есть, понимаете, это крайне важный момент. А есть еще такая классная штука, как закон гомеостаза. Кто знает, ставьте плюсики, кто не знает, минусики. Значит, что это такое? Люди стремятся к стабильности. Знаете, как говорится, лучше стабильная
хреновая ситуация, да, чем хорошая, возможно, но неизвестная. И куча людей находится в плохих отношениях, страдают, мучаются, не могут настроить нормальные отношения, не могут сказать партнеру, что им что-то не нравится, да, ну, живут, мучаются, но боятся что-то поменять, потому что страх неизвестного намного больше, чем желание поменять свою жизнь в лучшую сторону. И так обычно себя ведут те люди, у которых в детстве не хватало там опыта, физического опыта, психологического опыта, да, которые боятся ошибок, которые боятся изменений, которые боятся нового. Поэтому, когда, например, мы с вами занимаемся с детьми и в младшем, и в старшем курсе, все эти программы, они же развивают ребенка не только с точки зрения мозга, чтобы сделать его умным, но и с точки зрения психологического состояния, да, то есть как я себя чувствую, наполнен ли я, верю ли я в себя, все ли у меня окей, там, с пониманием, кто я. То есть вот это вот все в комплексе дает человеку любовь к новому, да, легкий процесс обучения. Вот. И это, в свою очередь, дает возможность в паре, в беседе решать определенные сложности и кризисы, которые, ну, в принципе, в любой нормальной семье, они могут происходить. Вы просто говорили, наши уже полтора года начинали говорить. У меня, да, действительно, дети начинали говорить, я вам показывала видео неоднократно, 3 года. Но, опять же, смотрите, я занималась со своими детьми постоянно, систематично с момента рождения. То есть я понимаю, что далеко не все получают эти знания в раннем возрасте, и чем позже мы начинаем заниматься с нашими детьми, тем больше у нас вот каких-то моментов, которые не доработаны. Вот я вам еще раз сегодня в сторисах загружу, как разговаривает ребенок в 3 года, как разговаривает ребенок в 8 года и как разговаривает ребенок в 2,5 года. Просто чтобы вы могли сравнить, да, и понимать, больше давать занятий или нет. Но, в принципе, у ребенка фразовая речь от 1,5 до 2 лет это в рамках нормы. Да, ну, мои дети, например, начинали раньше. То есть, ну, у каждого ребенка есть огромный потенциал. Если вы занимаетесь систематично, каждый день каким-то небольшим количеством занятий, то у вас дети действительно будут это делать. Но опять же, до 2 лет мы считаем, что это в рамках нормы. Как настроить дружественные отношения с дочерью? Еще раз повторюсь, у вас есть отдельные мини-практикумы, которые называются эмоциональная связь, там до 10 уроков вам нужно просмотреть, эмоциональный интеллект. Второе, психология и поведение, там до 20 уроков. И в данной ситуации берите, ну, один из важных моментов, это 1001 способ, как наладить эмоциональную связь. То есть у вас это есть в практике. Те, кто не присоединился еще к практике или хочет к какому-то из этих модулей присоединяться, просто пишите в личку или в шапке профиля, есть сайты, на которых есть это описание. Либо просто менеджеру, ну, бесплатные консультации, вы можете спросить, узнать, уточнить, написав в личку. Сыну 6 лет, пошел в школу, дневного сна не стало, и пошла агрессия. Не слушается учителя, грубит и переговаривается, хотя дома договариваемся, что будет вести себя хорошо. Нужен психолог? Нет, не нужен психолог, нужно правильное понимание того, во-первых, в каком графике спит ребенок. Вот смотрите, Люксембург, да, вот в Люксембурге обалденно крутые родители, вот правда, они все настолько осознанные. Ну, я просто, знаете, как в океан попала в свой, когда люди понимают, почему нельзя ставить мультики, почему нужно разрешить детей вовремя, да, и еще миллион почему, которые происходят. Вот, кстати, процесс обучения в Люксембурге, да, Люксембург это, ну, довольно дорогая страна, и они отфильтровывают тех людей, которые ничего не делают, не хотят ничего делать, и тех людей, которые учатся. Приезжая в Люксембург, ты все время можешь учить там новые языки, новые курсы, миллион всяких занятий. Вот, и те, кто хочет действительно учиться, они выходят на другой уровень, и они здесь действительно цепляются и останавливаются. Так вот, теперь давайте так, по поводу сна. Сон – важнейшая штука. Дети здесь ложатся в 8 вечера. 8. Да? И мои дети, например, тоже переходят в график того, что там, ну, в 7:30 мы уже должны начинать подниматься на 3-й этаж, чистить зубы, одевать пижамы, брать книжки, уже там маститься в кроватке, уже там звонить папе. Вот, то есть это уже такой переход к оттормаживанию нервной системы. Почему это важно? Да потому что если, допустим, мои дети будут ложиться спать позже, то проснутся они один раз утром уже не в том состоянии, не в том настроении, да, ну и, собственно говоря, что будет дальше? Дальше будет веселая история, при которой они не будут выдерживать тот график, который у них есть, у них очень жесткий график сейчас, так же, как и у меня, и это будет вылазить в виде психосоматики. То есть все занятия, школа, кружки не могут быть более важными, чем здоровье ребенка. Поэтому в первую очередь это сон. Сон, питание. Если вы не вовремя укладываете ребенка, ваш ребенок будет хронически недополучать сон и хронически иметь проблемы с состоянием здоровья. Ну, как итог, психосоматика, частые болезни, срывы, вот такая вот определенная агрессия и так далее. Но тут как бы два момента. Да? Тут может быть момент того, что он не досыпает, и второй момент того, что если он не слушается учителя, возможно, есть проблемы с выставлением границ и рамок.
То есть вот это вот два момента, которые я в вашей ситуации проверила бы. Но ребенок в 6 лет, вот я вам так скажу, мои дети пошли в школу в Украине в 6 лет тоже, и у них в дневное время, у всех детей в 6 лет, в 6-7 лет в первом классе у них сон. Потому что дети, которые в таком возрасте уже не спят, они не выдерживают тех нагрузок, которые есть в школе. То есть, если ты хочешь, чтобы они у тебя после, грубо говоря, обеда еще и ходили на какие-то факультативы, если ты хочешь не просто гробить здоровье, а конкретно там давать пользу ребенку, то ты должен давать ему нормальный сон. Поэтому вам не к психологу, а вам выставить нормальный график сна ребенка и проверить, все ли окей у ребенка с границами поведения. Это как русские живут диктаторами, боятся поменять. Именно, к сожалению, да, я украинка, и вы знаете все мою историю, что я во время войны сбежала из Украины со своими детьми, поэтому да, я конкретно жертва той агрессии, которую проявляли русские, но мы вчера с вами тоже говорили в рамках этого, они боятся поменять, и у них есть такое понятие, как неверие в то, что я важен, да, то есть у них у всех аргумент, что я один могу сделать? Как я могу выйти на митинг? Ты что? Я один, и что я вообще такое могу сделать? И вот когда у каждого человека такая вот позиция жизненная, да, что я жертва, я не автор своей жизни, не я ее делаю, а надо мной производят определенные вещи. Поэтому они терпят. Терпят, когда их возят ОМОНом мордой по асфальту, они терпят, когда их бьют, терпят, когда их просто собирают и отправляют на убой. Это печально на самом деле, потому что каждый человек, он должен иметь право жить свободной жизнью. Не тогда, когда над тобой издеваются, а тогда, когда ты делаешь то, что ты хочешь в этой жизни. В принципе, демократия – это когда ты действительно заслуживаешь нормальной жизни, а не просто, чтобы тебя там над тобой издевались, и у тебя не было права выбора. Это то, что мы сегодня видим. То есть мне, честно говоря, даже жалко то, что с ними сейчас происходит, с этой мобилизацией, когда или тюрьма, или на убой в Украину, да, и у них же, правда, нету никаких шансов. И они это не пытаются поменять. Вот это то, что меня очень сильно удивляет, как ты можешь жить таким образом, когда над тобой издеваются, убивают твоих детей, убивают твоего мужа, твоих родителей, и ты просто не пытаешься это поменять. Это выученная беспомощность, которая также закладывалась в детстве. То есть они не верят в то, что они авторы своей жизни, что от них, от каждого человека это зависит. И вот для того, чтобы таких штук не было, мы обязательно должны давать ребенку свободу. Да? И вот сейчас начнутся эти комментарии типа: как же так, вы русофоб? Нет, я жертва того, что в моей стране происходит агрессия такая, и от того, что они не могут вообще взять свою жизнь в свои руки, страдают и другие люди, потому что такие диктаторы и депутаты, которые их мужчин отправляют на убой просто, на смерть, а своих детей и депутатов сидят они там дальше, да, это печально, конечно. Так, При рождении ребенка муж стал отдаленным, говорит: ты мать, ты и занимайся. А как можно правильно объяснить ему, что ответственность за двоих? Смотрите, первый момент. Ты мать, ты и занимайся, это интересная позиция, ты берешь на себя ответственность за рождение своих детей. Ты берешь ответственность за то, что ты приводишь своего ребенка в этот мир. То есть это не ты мать, ты и занимайся, да, а ты принял решение, и я приняла решение. Поэтому у нас с тобой обоюдная ответственность за наших детей. И вот тут бывают интересные истории, когда, например, мужчине не развивали в раннем возрасте его осознанность и ответственность. Да? Например, мама гиперопекала, все делала за этого мужчину, и он такой: я вообще не ответственный, ни за что не отвечаю, ни за детей, ничего. Сделал ребенка, побежал гулять дальше, да? Или там бросил семью, бросил ребенка, не плачу алименты. То есть это такое бестолковое, абсолютно бестолковое отношение к своей жизни. Это люди, которые не могут брать ответственность за свою жизнь. Поэтому, когда мы воспитываем с вами мужчин, мы перекладываем на них ответственность с 6 месяцев. Дали ложки в руку и поехали учиться кушать самостоятельно. Да? 1,5 года дали одежду, и мужчина учится самостоятельно одеваться. Дали тряпку в 2 месяца, и вы трете тряпкой, ребенок трет, не в 2 месяца, в 2 года, извините, ребенок трет тряпкой, мама трет тряпкой, все счастливы, создается эмоциональная связь, ребенок познает мир, прекрасно прописываются правильные нейронные привычки в голове. То есть в данной ситуации, у меня вопрос, да, я когда познакомилась с мужем, когда я в принципе рассматривала его кандидатуру, я четко, ясно понимала, что я хочу, да, и я его тестировала, я задавала ему вопросы, я пыталась понять, кто он, что он, какое у него видение. До рождения детей, естественно, мы проговаривали, как мы видим воспитание детей, у кого какие роли. Я за равенство, да, я за то, что женщина должна быть тоже реализованная, она должна гореть своими идеями, она имеет право быть счастливой, реализованной, наполненной. То есть у меня модель моих отношений в семье,
мы как бы равны, да, то есть у нас нету такого, что там ты сиди, там кастрюли мой, а я пошел там что-то делать. Нет, если я иду на работу, и ты идешь на работу, то мы делим или договариваемся, как мы это делаем, да, если ты не можешь свою половину времени заниматься ребенком, не вопрос, иди зарабатывай деньги, бери няню, пускай няня за тебя работает в твое время. Я свое отработала, вот твое время. То есть, понимаете, вот, ну, как бы, это то, что вы позволяете в отношении по отношению к себе. Это то, что я говорю. Поднимаем свою собственную самооценку и договариваемся. Ваши дети, когда пошли в садик в 3 года, мои дети оба пошли в садик в 3 года, я считаю, что садик важен, но до 3 лет детей не нужно сдавать, если есть возможность. Тогда как заниматься по принципу БМП вечером? У вас обязательно вечером идут тренировки по принципу БМП. Как вы объяснили, ребенок самый активный, способен с утра заниматься. Если у вас есть время пройтись пешком утром до садика, отлично, пройдитесь пешком, сделайте пару упражнений по дороге. Это прекрасно и это очень полезно. То есть в садике вам не дадут нормальные тренировки по БМП, поэтому ваш ребенок дополучит их только у вас дома. Границы поведения, это у вас есть в практическом курсе младшего и старшего курса, это модуль психологии и поведения. То есть у вас и в младшем, и в старшем курсе есть основные модули. Вот основные модули, мы начинаем все это с физического развития, потому что оно формирует мозг. Дальше интеллектуальные, эмоциональные, связь родитель-ребенок, дружба, нормальные доверительные отношения. Дальше социальные, это то, как он общается, будут его обижать или не будут в коллективе, будет он адаптироваться нормально или нет. Самостоятельность, горшок, самостоятельная еда, одевание, до 2 лет ваш ребенок все это делает сам. Дальше, вот эта психология и поведение, вот тут как раз будет про границы. Мама в декрете, откуда брать энергию, что делать, если ее не хватает и так далее. Так, дорогие мои, я заканчиваю эфир, и дальше мы с вами встречаемся на практике. Курс на российский. Изначально до войны он был на русском языке, сейчас мы уже начали переводить все конспекты, уже они на украинском языке, и сейчас мы работаем над дозаписью курса на украинском языке. Поэтому все в процессе. Все, заканчиваю эфир и встречаемся с вами уже на следующей неделе. Всем пока!